Для того, чтобы дать оценку происходящим на Украине событиям, мы должны последовательно проанализировать то, что там происходило, и те факты, которые у нас для анализа имеются. Ну, самый важный первый факт. Те силы, которые осуществили государственный переворот на Украине, я имею в виду тех, кто сегодня, вот эта псевдовласть в Киеве, они имели полную возможность этот государственный переворот не осуществлять и изменить вектор развития украинского государства мирным путем. Что я имею в виду? Янукович поддался их давлению боевиков на улице и был готов подписать любые соглашения. Он уже их подписал. Рада приняла постановление об изменении Конституции. Янукович, правда, не успел подписать это, но просто потому что убежал, спасая свою жизнь. Но он сдал все, вся и всех. Он был готов назначить Яценюка премьер-министром. Вопрос, почему Яценюк, почему оппозиция тогдашняя не согласились на этот вариант? Он был бы мирный, он устраивал бы всех. Был бы президент Янукович легитимный, законно избранный, и при нем премьер-министр с измененной Конституцией, центр силы и власти куда бы и переместился. Могли бы осуществлять свои так называемые реформы. Почему они этого не сделали? Почему Запад и вот эти путчисты, как только Янукович подписал все, кроме введения старой Конституции, немедленно захватили его резиденцию и начали силовой захват? Зачем они захватили его резиденцию за городом? Чтобы туда экскурсии водить? Ну тогда бы захватили заодно и свои собственные резиденции. Тоже было бы интересно украинскому народу поводить туда экскурсии. Они, наверное, не менее замечательные. Все разговоры там о золотых батончиках или еще что-то, это все ерунда, это все эмоции. Почему они разрушили государственность? А разрушили именно они. Они сделали самое главное. Они нарушили легитимность украинской власти. Точно так же, как в октябре 2017 года большевики разрушили легитимность тогдашней российской власти. Я прошу меня правильно понять. Я с уважением отношусь к Сталину, я с уважением отношусь к Советскому Союзу. Но то, что было сделано в октябре 17-го, было сделано сознательно. Тогда Ленин и большевики по заказу англичан разрушили преемственность российской власти. Тогдашней единственной легитимной властью было Временное правительство и, самое главное, учредительное собрание, которое должно было собраться. Большевики выборы провели вместо временщиков, а потом разогнали учредительное собрание. Для чего это было сделано? Огромная территория, значительно больше, чем сегодняшняя Украина. И нет легитимной власти. Большевики нелегитимны. Любой, кто объявляет себя властью, не менее нелегитимен, чем они. И все. И страна начинает распадаться, начинается хаос, грабежи, какие-то бунты. Все это на фоне войны и миллионов людей, вооруженных оружием. Вот что было нужно врагам России в октябре 2017 года. Демонтировать власть, чтобы ее не было. После этого большевики сделали то, чего от них не ожидали. Они взяли и мирно, это называется триумфальное шествие советской власти, почти без каких-либо человеческих жертв, опять соединили всю страну. После чего Запад уже начал гражданскую войну, но это отдельная история. Так вот, почему я этот исторический пример вспомнил? Потому что сегодняшние путчисты в Киеве сделали то же самое, что было сделано в 2017 году. Они сознательно прервали легитимность украинской власти. И тем самым создали ситуацию, когда законной власти на территории страны нет. И тут вот эти силы, которые стремятся к развалу любой страны, разница между регионами, взглядами, чем угодно, они сразу получили возможность действовать. Одна часть страны, причем небольшая, стала навязывать свои идеалы другой части страны. Бандера – герой, дед, который погиб под Харьковом, значит, не герой. Кто на юго-востоке Украины с этим согласится? Конечно, нет. Начинаются проблемы. Решать эти проблемы путчисты хотят тем же способом, которым они решали проблемы, производя государственный переворот, то есть насилием. Это насилие вызывает противодействие. Люди хотят защищаться, люди хотят, чтобы их услышали, чтобы закон и порядок был на территории Украины. Их никто не слышит. Вместо этого им пытаются запретить говорить на родном языке, отключают российские каналы. То есть наступление идет по всем фронтам на то, что они считают важным и нужным. Они начинают защищаться. И происходит сейчас на Украине все то же самое, что происходило на территории Большой Российской империи в 17-18 году. Это та же самая ситуация один в один, с одной большой разницей. Когда Российская империя была вот таким образом уничтожена, России не стало. Сегодня, когда уничтожили государство Украина, уничтожили путчисты киевские, Россия есть. И она своим существованием, своим заявлением о недопустимости насилия, своей решимостью, которую продемонстрировал наш президент и Совет Федерации его поддержал в этом, не дает возможность путчистам применять силу и лить кровь.
Они это делают, видите, очень как-то дозированно, стараясь обходиться без человеческих жертв. Это хорошо, что кровь не льется в больших масштабах. Но мы должны понимать, что именно роль России в этой ситуации является стабилизирующей. Не было бы России, они бы расстреливали, убивали и жгли, как все это происходило в 2018 году. Вспомните все эти эксцессы. Кто забыл, почитайте Антона Ивановича Деникина «Очерки русской смуты». Все то же самое. Что сейчас происходило в Киеве? Беркут объявлен предателями, офицеры внутренних войск, которые защищали страну и выполняли то, что им приказывали по присяге, предатели, расформированы определенные подразделения. Это ж 18-й год. С офицеров срывают награды и погоны, убивают их, дискредитируют всячески. Все то же самое. Это распад государственности. В этой ситуации Запад предлагает сесть за стол переговоров. Запад – это тот, кто и осуществил, по сути, на Украине государственный переворот, потому что Запад хочет выдавить Россию из Украины, разместить там потом свои базы и сделать подлетное время ракет значительно ближе к нашим целям. Это аксиома, это продолжение размещения средств противоракетной обороны. Для чего они размещаются? Для того, чтобы сбивать наши баллистические ракеты на взлете. Чем ближе они к нашей границе, тем быстрее они могут поразить наши ракеты наземного базирования. Вот, собственно говоря, одна из целей, которую они достигали. Дальше, пожалуйста, есть цели экономические. Вы уже знаете, уважаемые зрители, что на Украине потихонечку, но активно начинается добыча сланцевого газа. Это на территории Украины, где самые богатые черноземы Европы, где землю беречь надо. Начинают добывать сланцевый газ, это значит просто портить землю. Химическими всевозможными препаратами приводить ее в негодность, что приведет, безусловно, к сожалению, к заболеваниям массовым у людей. Зачем это делается? Ну что, почему нельзя у России купить газ? Сланцевые технологии не такие уж дешевые, это тоже будет достаточно дорогой газ. Я вам объясню почему. Смотрите, получается очень красивая территория. Украина, начинаем добывать там сланцевый газ по российским, по русским трубам, проложенным Советским Союзом еще. Этот газ отправляем в Европу. И в результате отказываемся от российского газа, ну хотя бы от части поставок российского газа в Европу. Что мы получаем? Украина вся загажена, Европа получила относительно дешевый сланцевый газ, Америка сделала Россию более зависимой, Европа получила определенные плюсы для своей экономики. Россия отрезана от газовой трубы, Украина загажена химическими препаратами. Западу хорошо, Украине и России плохо. Вот экономические цели. Пожалуйста, закрытие заводов. Потому что Украина должна вроде войти как бы в европейское пространство экономическое. Банкротство заводов будет очень быстрым. Уже заводы закрываются. Еще технические регламенты не начали работать. Рынок сбыта для своих товаров. Рынок сбыта для своих экстремистских технологий. Вот что они создают из Украины. Можем ли мы с этим согласиться? Нет. Горбачев последовательно сдавал наши интересы. Мы чуть до Садового кольца не досдавались. Вспомните 93-й год. У нас в Москве происходило то, что в Киеве произошло более чем через 10 лет. Вот все то же самое. Фактически началась гражданская война. Слава Богу, что удалось остановиться. Россия не распалась. Но что нам делать дальше? И сегодня Запад нам предлагает сесть за стол переговоров. С одной стороны Россия, с другой стороны Запад, значит, представители Юго-Востока, представители киевской нелегитимной власти. Скажите, пожалуйста, вот в феврале, когда Янукович сидел с этими же самыми представителями, и за их спиной тот же самый Запад стоял, они же не выполнили ничего из своих обещаний. Януковича чуть не убили, едва живой ушел. Санкции против него ввели. Вы представьте себе, живой президент страны, легитимно избранный, и Европа и США вводят против него санкции. Это как? Это нарушение международного законодательства. Вы бы поверили вот этим людям, этим переговорщикам, если они в феврале уже обманули всех и вся? Я бы не поверил. Я думаю, что и президент России не верит. Я думаю, что и жители Юго-Востока понимают, что их обещаниям грош цена. Потому что если Юго-Восток сегодня разоружится и все, так сказать, вернется в исходное состояние, то туда немедленно войдут банды правосеков, вооруженные автоматическим оружием, и начнут учить всех Украину любить. С массовыми расстрелами, казнями и избиениями. Уже люди исчезают в Донецке. Кто даст гарантии безопасности населению Юго-Востока? Кто даст гарантии, что они получат элементарную возможность свободно говорить на русском языке, их за это никто избивать не будет? Я не знаю таких сил, которые бы эту гарантию дали. Поэтому надо ли с Западом вступать в контакты? Надо. Но ведя эти переговоры, нужно понимать, что они только что, месяц-два назад, нарушили все свои обещания. Как им после этого верить можно? Где они вообще свои обещания соблюдали?
Даже вот по Сирии. Началось химическое разоружение Сирии, и то у них возникает постоянное желание опять там какое-то вооруженное вторжение осуществить. Так что мы должны понимать, что переговоры мы ведем с людьми, у которых нет ни ума, ни чести, ни совести. Ну, ум-то, наверное, есть, но такой очень своеобразный. Но чести и совести точно нет. Поэтому ситуация очень сложная. И ее сложность не в том, что Россия неуступчива, а в том, что наши партнеры по переговорам не хотят соблюдать свои обязательства. Если кто-то твердо гарантирует и объяснит, как он это сделает, разоружение фашистских формирований на Украине, возврат в конституционное поле, с которого Украина ушла 21 февраля, вот на этой почве и могут быть какие-то дальнейшие переговоры.